Легкий питательный завтрак или ужин. Для начала 2 средних кабачка натираю на крупной терке. В этом овоще около 95% жидкости. Для данного блюда столько не нужно, поэтому добавляю соль и отставляю в сторону. Тем временем картофель очищаю и натираю на крупной терке. Ставлю сковороду на плиту, включаю средний огонь, наливаю растительное масло для жарки и выкладываю картофель. Начинаю обжаривать 2-3 минуты. Картофель молодой, все идет быстро. Кабачки пустили сок, отжимаю их и кладу к картофелю. Обжариваю вместе еще пару минут и отставляю в сторону. Тем временем репчатый лук нарезаю кубиком, он придаст сочность блюду. Следующий компонент – это грибы, их также нужно помельче нарезать. На сковороде с маслом обжариваю вначале лук до золотистой корочки. На это у меня уходит 4-5 минут. Затем кладу нарезанные грибы. Добавляю соль, щепотку, черный молотый перец и жарю до готовности. Пока грибы остывают, займемся кабачками и картофелем. Они подстыли до нужной температуры. Добавляю куриные яйца. Из зелени у меня петрушка. Ее мелко нарезаю и добавляю к картофелю. 2-3 зубчика чеснока нарезаю как можно мельче. Прованские травы. Соль. Перемешиваю. Ставлю на плиту сковородку и добавляю сливочное масло. Выкладываю половину смеси из кабачка, грибы с луком и сверху оставшийся кабачок с картофелем. Аккуратно распределяю всю смесь по поверхности. Накрываю крышкой и готовлю на медленном огне 10 минут. Чтобы омлет соскользнул с тарелки в сковороду, смазываю ее растительным маслом. Омлет сверху уплотнился и жидкость испарилась. Пора переворачивать. Накрываю омлет тарелкой и переворачиваю, а затем с тарелки отправляю в сковороду назад. Сверху добавляю вкус. Сладкий перец, нарезанный тонкими кружочками. Посыпаю тертым сыром и накрываю крышкой еще на несколько минут. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании. Делитесь этим видео с другими. Ставьте лайк после просмотра видео, а в комментариях пишите любимые овощи для завтрака. Приятного аппетита!